Я вас приветствую, дорогие друзья! Я довольно-таки уже давно не выпускал видео на своем канале. Извиняйте, други, свободного времени практически нет. Но я постараюсь исправить эту ситуацию, и в ближайшие месяцы я сниму как можно больше видео, сколько я смогу, в принципе, снять на разные тематики. Но речь сейчас не об этом. В общем, темой данного видео сегодня будет что? Я довольно-таки часто работаю по дереву. То есть мне приходится торцевать пиломатериал. У меня для этого есть ручная торцовочная машинка и стационарная торцовочная машинка. А также для распуска пиломатериала у меня есть еще и циркулярка. На всех этих машинах стоят примерно вот такого рода пильные диски с твердосплавными наконечниками. Но, как известно, что время никого не щадит, и даже самые твердые диски изнашиваются. Износ может быть разным, то есть либо тупится кромка, либо откалываются зубья, либо зубья вылетают вообще. Но это все зависит от того, в принципе, это совокупность и качества диска, и используемого для распила материала. Вот. Дело в том, что в магазинах есть как и дешевые диски, так и дорогие. Я в последнее время не беру дешевые диски. Почему? Потому что да, он хорош, он режет первое время, но это ненадолго, потому что сама твердосплавная кромочка маленькая, припаечка маленькая, то есть зубья вылетают. Но есть альтернатива, покупать дорогие пильные диски. У них уже в принципе зуб широкий, толстый, припаян хорошо и служит он долго. Но цена этого диска уже конкретно дорогая, и это в принципе очень сильно бьет по карманчику. И это навело меня на мысль углубиться в вопрос, а вообще возможно затачивать эти диски в домашних условиях? Какое приспособление для этого необходимо? Чем затачивать эти диски? Как выдерживать углы заточки? В этом видео я вам покажу, как своими руками заточить пильный диск. Он ничем по заточке не будет отличаться от покупного диска, он будет резать точно так же, как и новый диск. В этом нет ничего сложного, но для того, чтобы приступить к заточке диска и продемонстрировать вам само приспособление, которое я собрал своими собственными руками, мы углубимся в теорию, потому что без теории нет понимания, что и как нужно делать. Погнали! Существует два типа конструкций пильных дисков. Это монолитные, они выполнены из однородного материала, и твердосплавные, тело которого имеет один материал, и на кончиках припаяны твердосплавные наконечники. Как правило, это либо карбид вольфрама, либо карбид кобальта. Эти твердосплавные наконечники имеют, в принципе, очень большую твердость. По шкале Моуса это 9, то есть корунд. Обалденно царапает стекло и обрабатывается исключительно алмазным инструментом. Монолитные диски, как правило, имеют большое количество зубьев, они очень быстро точатся, используются исключительно по дереву. Минусы у этих дисков в том, что они очень быстро тупятся и требуют развода зубьев. Диски с твердосплавными наконечниками стоят заметно дороже, но они служат заметно дольше до переточки. Однако для того, чтобы их переточить, нужно специальное оборудование. Но они все равно приобрели большую популярность по причине того, что успевают оправдать себя полностью в цене, даже если их не перетачивать, а просто менять. Плюсами этих дисков является то, что они пилят очень качественно, пилят твердые породы дерева и даже металлы. Для резки цветных металлов выпускаются диски с большим количеством зубьев, от 64, с положительным или отрицательным углом наклона режущей кромки. Отрицательный угол наклона режущей кромки позволяет пилить тонкий профиль, это уменьшает заусенец на выходе зуба. Положительный угол наклона режущей кромки позволяет пилить уже более толстый профиль и увеличивает скорость резания. Ну а для работы по дереву используются два вида пильных дисков. Для продольного реза, когда вы тесину распускаете вдоль, рекомендуется использовать диски с меньшим количеством зубьев и большой впадины для эффективного удаления стружки. Ну а для поперечного реза рекомендуется использовать диски с большим количеством зубьев, как правило до 48. Ну а теперь хотелось бы поговорить о геометрии самого зуба. Наибольшее распространение получили три вида геометрии зуба. Это плоская заточка зуба, чередующийся наклон и трапеция прямой зуб. Плоский прямой зуб рассчитан на грубые работы, когда качество не имеет значения. Да, производительность у этого диска хорошая, но качество реза так себе. Чередующийся наклон заточек наиболее универсален. Применяется для продольных и поперечных резов всех видов дерева и древесно-волокнистых материалов. Он подходит также для резки пластмасс и фанеры.
Отрицательный же угол заточки атаки хорош для чистовых распилов в древесине, раскроя ДСП, цветных металлов и пластмасс. Трапециевидная заточка идеальна для работ по ЛДСП, пластику и цветному металлу, так как предотвращает расщепление ламинированного материала. Трапециевидный зуб выполняет черновое пиление, а вот следующий за ним зуб прямой обеспечивает чистоту кромки. Реже всего встречается чередование косо и прямо заточенных напаек на диске. Такие пилы выдерживают большие нагрузки и предназначены для грубой строительной древесины, стружечных плит, газобетона, а также досок с гвоздями и остатками бетона. А вот у цельнометаллических дисков все намного проще. Прямая заточка и два профиля зуба. Острый, как у ножовки, и со спинкой. Первый подойдет для чистовых продольных и поперечных резов в мягком и твердом дереве, а вот второй для быстрой распиловки мягкого дерева в обоих направлениях. Ну и напоследок хотелось бы добавить, что толщина пильного диска тоже имеет большое значение. Ну вот, например, тонкий пильный диск, он имеет два преимущества. У него тонкий рез, и он требует меньших затрат на мощность, то есть его можно поставить на более слабую торцевую машинку. Но и есть колоссальные недостатки. Это диск подвержен более быстрому износу, и он требует к себе аккуратного отношения. Ну а для тяжелых условий работы, если вы собираетесь именно эксплуатировать с сильными нагрузками, конечно, лучше брать диск потолще. Ну а теперь для видео я возьму два вот таких вот пильных диска с твердосплавными наконечниками. Один 125 для болгарки, а другой на 210 мм для торцевой машинки. Оба эти диска не пилят ни хрена, мне их дали на заточку. Я сейчас включу микроскоп и под микроскопом посмотрим, почему эти диски не пилят. Так, в общем, сейчас у меня в руках 125 диск. Как видим, он нещадно закоксован, просто ужасно закоксован. А почему? А потому что появилась не кромка, а просто она превратилась именно в радиус. То есть нету остроты. Нету остроты. Все. И боковой износ появился ужасный. Но с этим диском я даже не знаю, что можно сделать, потому что боковые плоскости, они выведены с завода. Единственное, что я могу только заточить переднюю кромку и заднюю кромку. Ну, посмотрим. Мы сначала его зачистим, а потом посмотрим, что с ним можем сделать. Так, теперь я возьму в руки 210 диск и посмотрим, что с ним не так. Так, что же с ним не так? А, ну тут такая же, в принципе, картина. Сейчас попытаюсь ее увеличить. Так, вот так. Так, здесь износилась даже не передняя плоскость, а просто произошел как бы сбив задней плоскости. То есть он пошел закругляться, все, потерялся угол реза. Потерялся угол реза, причем не везде, то есть через один. Вот. Здесь угол убежал, а здесь он еще как бы есть. Ну, здесь вполне нормальный. А здесь его тоже нету. Возможно, просто-напросто этот диск резал бэушный материал, и он был с остатками цемента. Вот здесь даже нету одного зуба. То есть на этом диске нет одного зуба. Ну вот он. Это вот кромочка. Нам ее нужно удалить и сделать качественный угол между передней плоскостью и задней плоскостью. Итак, с теоретической частью мы полностью ознакомились. У нас теперь есть полное понимание геометрии твердосплавного наконечника пильного диска. Теперь, первое. Нам необходимо определиться, чем мы его будем обрабатывать, то есть каким инструментом. Это первое. Второе. Какой должен быть материал для того, чтобы обработать режущую кромку твердосплавного наконечника. И третье. Нам нужно определиться, в каких плоскостях должен вращаться режущий инструмент, чтобы можно было обработать режущую кромку с двух сторон. Нам нужно обработать как переднюю кромку, так и заднюю кромку зуба. Объясню почему. При рассмотрении зуба под микроскопом стало ясно, что теряется угол заточки, и вот здесь между передней поверхностью и задней поверхностью зуба образуется радиус. Для того, чтобы заточить этот зуб, нам необходимо сделать угол заточки. Можно поступить двумя способами. Первым способом мы ставим приспособление и снимаем вот эту часть победитого наконечника.
Тем самым мы создаем угол заточки между передней поверхностью и задней поверхностью. Но в этом способе есть огромный минус. Минус того, что в принципе этот твердосплавной кусочек становится очень маленьким и хрупким. Этот диск выдерживает только всего лишь одну заточку, после чего его можно будет выбросить в утиль. Ну и есть плюс, собственно говоря, мотор или привод, который будет затачивать этот режущий зуб, может вращаться только в одной плоскости. То есть мы устанавливаем, и вот, допустим, это у нас ось Z, и сама приспособа у нас вращается только по одной оси. Это очень просто сделать, и не особо тут ума не нужно. Но можно действовать еще и другим способом. То есть мы визуально делим вот этот радиус на две части. Мы затачиваем в одной плоскости, и мы затачиваем в другой плоскости. То есть мы снимаем вот эту часть наконечника и вот эту часть наконечника. Это намного лучше, потому что мы экономим сам зуб. Можно затачивать его будет несколько раз. Тем самым мы практически не ухудшаем его характеристики, но приспособление должно уже вращаться в двух плоскостях. Если это ось Z, то есть приспособа должна вращаться и вот так. А также, если это принять за ось Y, значит приспособа еще должна вращаться и вот так. Я выбираю именно этот вариант. Он, в принципе, в исполнении не такой уж и сложный. Приводом для обработки я выбираю обычную УШМ машинку. Есть практически у каждого, и она вращается с большим количеством оборотов, что и требуется. Чем больше оборотов, тем меньше шероховатость поверхности на самом зубе. Обрабатывать мы это все будем алмазными дисками, потому что по таблице по Моусу мы определили, что карбид вольфрама обрабатывается исключительно алмазом. Ну и на Алиэкспрессе я купил два вот таких вот диска. Эти диски диаметром внешним 100 мм, внутренне поставляется с диаметром 16 мм. Мне пришлось растачивать под 22, чтобы посадить его на болгарку. Поверхность алмазное напыление только с одной стороны, к сожалению. Хотелось бы с двух, но с одной. Это гридность 60, а это гридность 400. Попробовав на практике, конечно, мне больше нравится на самом деле гридность 400, потому что она как можно более нежнее снимает материал с поверхности зуба, и шероховатость меня полностью устраивает. А вот гридность 60 мне понравилась не особо, потому что чуть задевавшись или как-нибудь неловко коснувшись диском самого приспособления, можно очень сильно сгрызть зуб. И к тому же он еще немножко его искалывает. Поэтому как бы мне он не особо понравился. Итак, станина самого приспособления выполнена по классике жанра из фанеры 10 мм. Вот эти две направляющие, это как раз таки нужны для каретки, для того, чтобы можно было туда-сюда гонять сам диск. Радиус выпилен фрезером, для того, чтобы можно было вращать саму болгарку по оси Z. Здесь все усилено древесиной. Клетка вся стянута. Здесь прикручены резиновые такие штучки для амортизации, чтобы не вибрировало по столу. Это, по-моему, крепление для поликарбоната, но в качестве ножки она подходит просто идеально. На подшипники я сажать направляющие не стал, потому что это на самом деле геморройно. И направляющие мебельные я тоже брать не стал. Почему? Потому что у них очень большой люфт. Проще некуда водить просто-напросто по плоскости, и здесь вот есть такая вот деревянная направляйка. Дальше нам необходимо установить платформу для болгарки. Здесь используется обычный мебельный крепеж, тут нет ничего такого сложного. Вставляем, и с этой стороны мы притягиваем зазорчиком, чтобы у нее была возможность крутиться. Так, все, станина для болгарки у нас в принципе готова. Есть такое дело. Станину для болгарки нам нужно будет фиксировать, для того, чтобы мы смогли установить необходимый нам угол и затянуть это все. Здесь тоже используются обычные мебельные болты и рукоятки, старые совковские рукоятки. Ставим шайбочку. И ставим импровизированный барашек. То есть мы повернули, зафиксировали, все, у нас ничего не вращается. Отлично. Все функционирует. Дальше.
Это, на мой взгляд, самый сложный узел в этом приспособлении. Я на него потратил много времени, но довольно-таки долго просто все подгонял. Значит, у нас имеется крепеж под саму болгарку. Он именно конкретно сделан под мою болгарку. Он очень точный и очень жестко ее держит. Значит, это приспособление состоит из двух профилей 60-х. Один врезан в другой. И стянуто все шпилькой. Значит, он выполняет двойную роль. И фиксацию болгарки, а также выполняет угол вращения по оси Y. На заданную величину, то есть 15 градусов сюда, 15 градусов в другую сторону и 90 градусов по отношению к столу. То есть 90 можем наклонить на 15 градусов сюда, на 15 градусов сюда. Приспособа мне очень понравилась. Почему? Потому что сначала, когда собрал, мне казалось, что это очень хлипкое приспособление. Но как только я начал стягивать это все вот этими длинными болтами, то есть здесь с обратной стороны приварены гаечки, для того, чтобы резьбы было побольше. Ну и как только это все стягивается болтиками, она становится очень жесткая. Мне, в принципе, такой вариант приспособления очень понравился. То есть вот мы стянули, он расклинивает саму шпильку и все. То есть как бы фиксированный угол наклона болгарки. Прям сказочно, просто сказочно. Не шатается ничего, все жестко и надежно. Ну, сейчас мы ее установим сюда на платформу, я поставлю болгарку и покажу, как она действует на практике. Ну а теперь установим саму болгарку. Устанавливается сюда она очень плотно. Рассчитывалось все ровно под нее. Вот так. Прям плотно-плотно. Ну все, угол поворота у нас имеется. Так, ну и что же, вот ось Z, про которую я говорил, то есть у нас имеется вращение по оси Z, то есть мы можем подойти к тыльной стороне зуба, можем заточить и переднюю сторону. Ну а для обеспечения углового наклона мы можем повернуть сюда на 15 градусов. То есть вот у нас развернулся диск. И в обратную сторону мы можем развернуть его в принципе тоже. То есть разворачиваем как нам угодно. Это даже еще не максимальные возможные величины. Ну вот как-то так. То есть 90 градусов, 15 в эту сторону, 15 в эту сторону. Все просто. Сама каретка выполнена тоже из фанеры. И две березовые направляйки. В нем имеется стопорный болт. Назначение я его скажу в дальнейшем. Он ставится сюда. Сюда крепится диск. Тоже все мебельное. Тут ничего такого сложного нет. Так, вот так. Есть три возможных варианта. То есть можно ставить под большой диск. Вот, допустим, 210 диск. Это как раз таки сделано для него. С проточечкой, чтобы можно было поджать сам диск сюда. Ставим шаебочку. Хотя можно и без шаебочки, в принципе. И точно такой же барашек от старой ручки. Все. У нас имеется вращение диска, и мы можем его двигать по оси X. Также можно поставить более маленькую оправку.
под маленький диск. Вот он, маленький диск. Шаебочка. Прижимаем. Прижимаем. То же самое. Нет ничего сложного. Для тех товарищей, которые будут говорить, что тут мне нужен токарный станок, мне некуда идти, это обычная прокатная сталь. Я просверлил отверстие и на наждаке путем вращения, то есть затянул это все в болт, вращением на шуруповерте сделал подходящие мне диаметры. Диаметр под этот диск и диаметр под этот диск. Никакого токарного станка я здесь не использовал. Так, еще один необходимый элемент — это стопор. Стопор нам позволит вести диск до определенного момента и фиксировать его, чтобы ни в коем случае не уйти дальше на режущий диск. Он выполнен тоже фанера. Используется вот этот стопорочек. Здесь та же самая ботва. Нет ничего сложного. Механизм простейший. То есть мы выставляем именно на ту глубину, на которую нам нужно вывести диск. Так, сейчас. Так, например. Все. Все. Мы диск уже не воткнем дальше. Ни в коем случае мы там случайно не воткнемся глубже. Тут все просто. Ну и еще были изготовлены два вот таких элемента. Для тех, кто любит работать вручную, можно обойтись и без них. Но я буду на каждом повороте самого диска использовать эти упоры. Есть левый упор и есть правый упор. Для чего они нужны? Я покажу, когда буду ставить диск и именно уже фиксировать сам поворот. То есть сделан он из 25, нет, не из 25, из 10 профильной трубки, приварена трубочка, вставлена пружиночка. То есть в эту сторону он трекает, а в эту сторону у него есть полный жесткий упор. А это обратная часть. Все то же самое. То есть обычная 3-мм сталюха, припаяна трубка, вставлена пружинка. То есть, когда мы будем вращать диск, он в эту сторону пройдет, а в эту сторону он застопорится. Но это все я вам покажу в работе. Ну, в принципе, все. Приспособа почти собрана. Теперь можно устанавливать диск и готовиться к заточке самого диска. Но касательно вот этого вот маленького диска, он засран полностью, его сначала нужно почистить. Можно сделать это, конечно, мыльным раствором со щеточкой, но я поступаю проще. Я ставлю щетку на наждак и очищаю все это наждаком. При использовании такой щетки не забывайте о мерах предосторожности, одевайте очки. Кылки эти летят в разные стороны. Какой был, какой стал. Все чистенько. Так, трынчик нужен для фиксации. То есть мы установим, когда будем затачивать заднюю поверхность, установим его сюда и зафиксируем. То есть у нас получится фиксация. Зуб, фиксировали. Зуб, зафиксировали. Зуб, зафиксировали. Зуб, зафиксировали. Все просто. Но пока мне он не нужен. Сначала я буду затачивать переднюю поверхность. Она у нас под 90 градусов по отношению к плоскости диска. То есть все зубья мы будем затачивать под 90 градусов. Беру цифровой угломер, восстанавливаю здесь по нулям, как он стоит, да. И теперь нам нужно выставить диск под 90 градусов. Под 90 градусов, 89, почти угадал. Все пучком. Ну а теперь восстанавливаем сначала стопор. То есть на какую глубину нам нужно завести диск. Вот на такую. Все. Стопор подводим, затягиваем. Так, проверяем. Оп, все. Все. И восстанавливаем теперь угол вот здесь. А тут и восстанавливать нечего, я его угадал. Все, фиксируем. Можно, в принципе, приступать к работе. Не забываем одевать очки. Ну, теперь мы можем, в принципе, начать заточку передней плоскости. Так, переднюю кромочку я заточил. Получилось прям изюм. Потом под микроскопом покажу. Ну, блин, поверхность, конечно, мне очень нравится. Прям сказочная.
Так, теперь нам необходимо заточить заднюю поверхность. Она у нас с чередующимся наклоном, то есть где-то примерно тут, не знаю, сейчас посмотрю, по-моему 15 градусов в одну сторону, 15 градусов в другую сторону. Ну, сейчас я покажу, как это делается. Угол выставили, стопор выставили по резу, фиксатор выставили. Начинаем заточку. Так, пробуем еще раз. Все нормально, все нормально. Поехали. Чередующийся наклон с одной стороны мы заточили. Ну а для того, чтобы нам заточить другую сторону, мы просто-напросто возьмем и развернем на эту градусную величину приспособление в обратную сторону. Так, ну что же, диски я заточил. Блин, увлекся, очки забыл снять. Ну что же, диски я заточил. Получилось очень даже недурно. Я такого качества, в принципе, даже и не ожидал. Получилась практически заводская заточка. Меня прям вообще порадовало. В общем, что мы сейчас сделаем? Я под микроскопом вам покажу, что получилось. И поставлю вот этот диск на свою торцовочную машинку. Покажу вам рез, какой получается. Ну, а что касается вот этого вот маленького диска, я его пробовать не буду, потому что этого диска я боюсь до усрачки. Я не представляю, мужики, как некоторые из вас работают с такими дисками на болгарке. У вас, наверное, реально здоровенные яйца, как у слона. Так, это маленький 125 миллиметровый диск. Видим кромочку. Заточка шикардосная, поверхность, шероховатость отличная. Прям вот вообще как вот доктор прописал. Клево. Так, диск на 210 миллиметров. Заточка. Как видим, прям как все нужно. Это где зуба нет. Угол заточки мы полностью выдержали. Наклон мы тоже выдержали. Вот здесь хорошо, кстати, видно. То есть это наклон, который сейчас ко мне. Вот плоскость отшлифована, угол выдержан. Великолепная заточка. Шероховатость прям мне очень нравится. Блин, сказочно. Ну, в общем, установил я уже диск на торцевую машинку, попробовал, конечно, и просто земля и небо, товарищи. Так, диск стоит этот, который точил, стейровский, чтобы никто не сомневался. Так, елка сырая. Как по маслу, рез сказочный. Береза сухая. Дуб. Ну и старый дуб, который как кость уже. Мой вердикт: режет как новый. Ничем не отличается. Ну что же, господа, подведем итоги по проделанной работе. Приспособлением я остался, в принципе, очень доволен. Заточка производится именно качественная, как заводская. Все углы заточки соблюдаются. Шероховатость поверхности режущей кромки отличная. Ну и, собственно говоря, я вам продемонстрировал, что диск режет практически как новый.
Не то что практически, а действительно как новый диск. Что касается вот этих алмазных дисков, которые я покупал на Алиэкспрессе, кому они будут интересны, я оставлю ссылочку в описании. В общем, они меня очень сильно порадовали. Это намного лучше, чем использовать алмазные диски по керамике. Там очень грубая крошка, она просто рубит зуб. Но вот эти диски, действительно, они меня порадовали. Я заточил 4 отрезных диска, то есть, в принципе, достал все, что я собирался выбрасывать. Все заточил, ну и осталась только темная кромка, а алмазное напыление, оно все на месте. То есть он грызет, как и грыз новый. Единственное, что я скажу, что рекомендую брать, конечно, гридность поменьше. Вот рекомендую 400-ю. От нее остается очень ровная такая гладенькая поверхность. А вот от 60-й гридности очень грубые сколы на самой режущей кромке. Но, может быть, для больших вот именно дисков с толстой кромкой, у меня таких, правда, нету, может быть, он даже и пойдет и лучше. В общем, проектом я остался очень доволен, приспособление очень нужное, потому что я работаю по дереву. Кому зашло это видео и было полезным, ставим пальцы вверх, не забываем подписываться на канал. Всем пока!